Всем привет! Вы на канале SuperKit. Сегодня я хочу рассказать об устройстве, которое позволит вам смотреть ТВ-программы на компьютере, ноутбуке или планшете, на которых установлена операционная система Windows. Это ТВ-тюнер стандарта DVB-T2, или проще, как все привыкли называть этот стандарт, просто T2. Совместимость этого устройства реализована с Windows XP, с 7, 8 и 10 Windows. Однако стоит отметить, что на диске с драйверами, который идет в комплекте, две версии драйверов для стандартов C и T2, а также две версии PO, причем одна из них вызывает лишь проблемы с работой нужного драйвера и программы для просмотра именно T2. В Украине этот тюнер позволяет смотреть 32 канала, которые работают в соответствующем стандарте, а также слушать радио FM. В комплекте вместе с тюнером идет телескопическая антенна, пульт дистанционного управления, который работает от батарейки стандарта CR2025. Вот эта батарейка, таблетка. Данная батарейка не поставляется в комплекте, и, как я уже отмечал, диск с драйверами. Также хотел бы подчеркнуть, что у тюнера стандартное гнездо для антенны, то есть можно подключить не только комплектную антенну, но и любую другую. Что очень важно, так как штатная антенна работает только в местах с очень хорошим приемом. Подключим тюнер к компьютеру и установим нужную программу и драйвер. Я сразу скопировал с диска нужную программу и драйвер, чтобы не путаться лишний раз. И уже установил программное обеспечение с драйвером. Теперь можно запустить программу для просмотра и оценить картинку. Для начала нам нужно просканировать каналы, для того, чтобы программное обеспечение их запомнило и для дальнейшего просмотра. Ну, делается это путем захода в настройки и нажать кнопку сканирования. Также мы можем выбрать источник входного сигнала FM. После этого аналогично провести сканирование. С помощью установленного ПО можно получить функционал цифрового телевидения, как и с помощью внешнего тюнера T2, который подключается к телевизору. А именно выбрать аудиодорожку или наличие субтитров, если это поддерживает транслируемый телеканал. Здесь даже предусмотрели возможность переключения между двумя последними каналами, что очень удобно, особенно если эти каналы не соседние, а вам нужно постоянно переключаться между каналами, так как хочется посмотреть сразу два события. Главное же отличие от большинства тюнеров — это возможность записи нужной программы. Причем записи не только в принудительном режиме, а и по заданному времени. Через этот планировщик мы можем добавить нужное нам событие, выставить время начала записи и время окончания записи. Для этого компьютер, естественно, должен быть включен. А если программа будет не в обозримом будущем, то чтобы не оставлять комп включенным, можно установить его включение в нужное время, только, конечно же, с запасом на время включения самого компа, так как если включение и загрузка Windows перевалят за время начала записи, то запись уже не начнется. Формат видео будет MPG, а место хранения файла придется выбрать вручную.
По умолчанию это диск C. Причем нужно обязательно позаботиться о том, чтобы этого самого места на диске было достаточно, так как запись будет происходить из расчета около 820 мегабайт в час. На моем Т2 тюнере к стандартному телевизору, включив запись канала, тюнер имеет возможность, пока идет запись, просматривать другие 7 каналов из этого мультиплекса, что, конечно же, очень удобно. Но, к сожалению, на обозреваемом тюнере такой возможности нет. Запись картинки ничем не отличается от качества картинки при воспроизведении. Мама? Здравствуй, мама. Здравствуй, Вера. Что случилось? Зачем я тебе так срочно понадобилась? Мама? Здравствуй, мама. Здравствуй, Вера. Пульт имеет такие кнопки. Кому интересно, можете поставить на паузу видео и посмотреть более детально. Размеры тюнера соизмеримы с 3G модемом и составляют в длину чуть больше 9 см. С одной сторон за прозрачным пластиком находится приемник сигнала с пульта. Тюнер в процессе работы нагрелся, однако я бы не сказал, что это критическая температура, которая должна хоть как-то заставить волноваться. Разъемов, кроме стандартного для подключения антенны и USB, для подключения самого тюнера к нужному устройству, больше нет никаких. С одной стороны, можно сказать, что сейчас все можно посмотреть в интернете, а с другой, если этот интернет, конечно же, есть. Или интернет-то может и быть, но пакет трафика не настолько большой, чтобы смотреть видеоконтент. Например, взяв с собой ноутбук в какую-нибудь поездку, чтобы разогнать скуку в этой поездке, можно взять с собой и тюнер. Места много он не займет и лишним не будет. Ссылку на проверенного продавца оставлю в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо, до новых встреч.